Всем доброго утра. Итак, перед вами Керидван, кельтская богиня магии, знахарства, исцеления, дарующая здоровье, покровительница семейного очага и прочее. Под старину сделанная статуя. И, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто мне дарит подарки. Мне приятны любые дары. Особенно мне приятны дары для алтаря, необычные, которые люди находят в разных странах, отправляют мне для того, чтобы еще более красивым сделать мои алтари и приятной мою работу. Почему перед вами богиня-ведьма, целительница? Потому что я хочу подарить вам очень сильный ритуал, который поможет тем, у кого смертельная болезнь. Дорогие друзья, никто не имеет права лечить, кроме врачей. Никто. Для этого существуют врачи, и они должны спасать жизни, они должны возвращать к жизни физиологию. Люди, которые из себя мнят целители и прочее, на самом деле не являются ими. Очень редкий случай. Даже целители из древних времен не брали на себя функцию врачей. Они могли только помочь в таких незначительных случаях, а если в значительных, только тогда, когда врачи полностью отказывались, просто отправляли человека умирать. По сути, когда уже ему терять было нечего, только тогда целитель брался за дело, и если получалось, значит получалось. То есть абсолютно безнадежный случай, когда уже некуда было деваться, вот тогда целитель брался, понимая, что раз врачи не сделали ничего, значит или туда, или сюда. Не ходите по всяким целителям, по всяким народным целителям. Не ходите к тем людям, которые обещают исцеление от алкоголизма, наркомании. Это практически невозможно. Чтобы воздействовать на человека, у него мозг должен быть сильный, трезвый. На душевно больного человека, на алкоголика, наркомана воздействовать возможно, но очень сложно. Очень. И, по сути, все практики говорят о том, что человек, если не возьмется за ум сам, то он мирозданию не нужен. И мы не будем работать и тратить время на того, от которого толку никакого нет. Лучше же он быстрее уйдет и освободит своих родных от этого бремени. Поэтому не ходите к таким, они вам ничем не помогут. Это будет просто потеря времени. Если у вас обнаружили онкологию, страшные болезни, не теряйте время на всяких целителей, магов, экстрасенсов. Они ничем вам не помогут, но то время, когда идет такой инкубационный период, когда болезнь только начинает набирать силу в вашем организме, это время упускать нельзя. Если вы упустите это время, потом это может закончиться трагично для вас. Поэтому как только какая-либо болезнь, только к врачу. Ведьмы исцеляют душу, меняют судьбу, очищают ваше поле, останавливают злые чары, открывают ваши денежные дороги.
Но ведьма не имеет права исцелять тело, физиологию. И если ведьма помогает вам в таких случаях, то только определенным образом усиливает вас, отсекает от вас силы смерти, и тогда врачи способны вам помочь. То есть лечение бросать нельзя никогда. Еще нужно найти хорошего врача, нужного врача. В этом тоже может помочь ведьма, открывая дороги, чтобы нашелся тот самый врач. Или подарив вам ритуал, который вам поможет найти того самого врача, который не откажется от вас. Расскажу один случай. Ко мне пришла женщина, у нее была третья стадия, извиняюсь. У меня обострилась нервный тик, поэтому не обращайте внимания. Это очень сильно мешает, но это потому, что я очень много работаю, а другого выхода и нет. Слишком накопится, я не могу себе позволить долго отдыхать. Третья стадия онкологии, она пришла и сказала, что там ходила по всяким целителям. Я ее отругала, потому что сказала, что она просто время свое упускает, которое должна тратить на то, чтобы вылечить себя. Упускает свое время на всяких там целителей, фиг знает кого. И сказала, что я проведу ей ритуал, отсеку от нее силы смерти и усилю. После чего найдется именно тот самый врач, который поможет в этой ситуации. Потому что врачи, по сути, не брались, не хотели этой ответственности, валили друг на друга, откровенно просто отправляли друг другу, что это не моя часть, это лучше вам пойти сначала туда, потом сюда. Не все врачи хотят потом нести ответственность, понимаете? Потому что сейчас государством врачи, по сути, не защищены, как раньше. Врач имеет право на ошибку, но ошибка врача обходится очень дорого. Раньше государство защищало врача, сейчас нет. С другой стороны, сейчас есть те, которые в белых халатах, не совсем врачи, а, можно сказать, барыги. Купи-продай. Они к медицине никакого отношения не имеют, поэтому попадешься в их руки, этих мясников, и все. Нужен профессионал, настоящий доктор, который на вес золота. И для того, чтобы она вышла из этого состояния отчаяния, привести ее в порядок, усилить ее, дать надежду, направить. Я с ней провела на кладбище ритуал. После чего она поехала в клинику, и так получилось, что профессор, который как бы на время пришел, как бы проверять работу врачей и так далее, случайно оказался там. И когда она в регистратуре там подняла шум, что такое, меня врачи не принимают, отказывают, вы хотите, чтобы я умерла, она начала, значит, голосить, и тут он выходит из кабинета и говорит, что происходит, что за непорядок. Она заплакала, и тот ее пригласил в кабинет, послушал, посмотрел историю болезни и сказал, значит, завтра же с утра с вещами приемный покой. И он ее оперировал. И она жива-здорова, прошло уже 9 лет почти. У нее вот эта вот ремиссия, все это прошло, все остановилось и так далее. И потом ей сказали, что это просто чудо, потому что этот доктор просто так не берет, к ней там записываются чуть ли не на полгода вперед, да, и просто ей повезло. Так уж все сложилось, что он приехал в эту больницу, значит, с проверками или что там, увидел эту женщину. Вообще настоящие профессионалы, у них есть такая особенность, когда они видят, что кроме них никто не поможет, они просто грубо, четко, спокойно все, ложимся во столько-то, без никаких вопросов. Врачи, они грубые люди, но
Вы поймите, по-другому невозможно. Я где-то осуждала врачей, их грубость, их вот эту вот строгость до того момента, пока я сама не стала врачевателем душ, и пока ко мне не начали тысячи людей писать, просить, звонить, и я поняла, что если я хочу помочь человеку, я должна с ним говорить спокойно, строго и четко, чтобы человек понял, что происходит, что надо делать. Понимаете, если с каждым пациентом врач будет плакать, умирать, переживать, то никакого толку от этого врача не будет. Я помню, когда мы с подругой пошли к врачу, она что-то там ковыряла на лице, и у нее просто заражение пошло, опухло лицо полностью. И пошли, значит, к врачу, и она зашла, я слышу, такой грубоватый хирург, но очень такой замечательный, знаменитый хирург. И она, значит, говорит, он посмотрел такой, так, трогала, да, туда-сюда, все понятно. Значит, вечером приемный покой, и готовимся к операции, завтра будем делать. Она, ой, а может я еще чем-нибудь намажу? Он говорит, намажь, дерьмом намажь еще. Очень строго, но по сути он спас ей лицо, потому что могло пойти заражение крови, костей, могли просто убрать, ампутировать чуть ли не пол-лица, челюсть, понимаете? Жуткое дело, оказывается, что даже от обычного прыща может такое произойти, что вообще. И имею в виду, что вы не смотрите на грубость, вы смотрите, насколько спасительная сила у этого доктора. Есть врачи, как там говорят, есть врачи от Бога, есть врачи не дай Бог. И такое существует. Так вот, дорогие друзья, лечить мы не вправе никого. Это преступление. Если человек берется лечить, то он уже преступник, поскольку у него нет медицинского образования, у него нет опыта. И он берется лечить онкологию какими-то нелепыми там выпиванием воды, кто-то там пиявками. Понимаете, это откровенное просто преступление и убийство человека, потому что ты оттягиваешь время, но человек глуп, не понимает, а может у него отчаяние, может у него страх. А ты это время просто оттягиваешь, и уже как бы идет человек туда, к врачу тогда, когда уже поздно. Помните, сколько таких актрис, там, ну, не скажу прям знаменитостей, но более-менее известные люди, которые вместо того, чтобы лечиться, ходили по всяким целителям, тайские какие-то там таблетки, какие-то исцеляющие там курсы. Все это мошенничество. Запомните, это не помогает, не исцеляет, это ничего не делает. Это просто бизнес на крови. Какие-то супер таблетки, на самом деле просто рыбий жир, которые, извиняюсь, толкают за 2-3 миллиона рублей. Понимаете, это все чистой воды аферизм. В это все верить нельзя. Это все трогать нельзя. Туда идти нельзя. Заболели, к врачу, к хорошему врачу. Найдите хорошего доктора, узнайте, найдете отзывы, посмотрите, сколько лет этому доктору, какой опыт работы, и идете к этому врачу. Все. И берете себя в руки, начинаете лечиться. Но чтобы ваше лечение было эффективным, чтобы силы смерти вас покинули, и чтобы вы, ну вот открыто скажу, чтобы вы не умерли, я вам дарила ритуалы. Обращение к черному ангелу, грузинский ритуал. Очень сильный. Этот ритуал, который я хочу вам дать, от смертельной болезни спастись. Но еще раз говорю, не делайте ритуалы, не сидите, ждите. Вас должны лечить врачи. Но если вы попросите за себя, если отсечете от себя силы смерти, а в этом случае ваша просьба подействует больше даже, чем если бы ведьма за вас просила. Если вы попросите силы судьбы помочь вам, не отвернуться от вас, и будете призывать удачу к себе, то ваша смертельная болезнь излечится с помощью врачей. Еще раз повторяюсь, все, что вам даю, именно
для людей, которые болеют, это вспомогательно, это другая сторона медали. Если врач вас лечит, даже самый лучший врач, но сила смерти стоит над головой, врач не вылечит. Болезнь будет возвращаться и возвращаться. Но если вы просите у сил, если силы убирают смерть с вашей дороги, то вот тогда лечение дает эффект. Надеюсь, вы поняли. Это нужно делать в совокупности, вместе. Понимаете? И лечиться, и просить силы. Делается это всего 3 раза. Если с 1 раза помогло, если болезнь начала отступать, если у вас лечение пошло эффективно, то повторять не нужно. Если с 1 раза какой-то эффект такой есть, через месяц еще раз повторяйте. В год только 3 раза можно. И в самых тяжелых случаях, чтобы вы не взяли, не сделали это при мигрени, или у вас спина болит, или уши болят. Нет. Это можно делать только людям, которым откровенно в лицо говорят, что они могут умереть. У которых болезнь печени, у которых туберкулез, да, открытой формы, лечит, никак не остановит. У которых рак. Что еще? Различные есть болезни, которые сжирают и убивают человека. Вот такие моменты, когда это смертельно, когда человек уже понял или лечится, но эффекта особо не достигает. Сделайте это остановит вашу смерть. По крайней мере, этот ритуал вам подарит еще 15-20 лет жизни. И если за 15-20 лет ваш организм окрепнет, он больше не подпустит к себе эту болезнь. Понимаете? Итак, начнем. Что вам нужно? Ночью 00:03, то есть с 00 ночи, с 12 ночи до 3. Вот это время. В это время, любое время можете сделать. С полуночи до 3 ночи. Это время темных сил. До этого 6 дней не есть мясного, не есть колбасу, не есть яйца, ничего. Ничего из живой еды, так называемой. Ничего мясного и кровного. Дальше. На 7-й день берете черную материю, стелите на пол. Провести можно любое время, любой день. То есть, любой день, луна, прочее, не имеет никакого значения, потому что это ритуал уникальный. Когда человек спешит, когда ему нужно спасти свою жизнь, ему некогда следить за лунным циклом. Далее. Постелить эту ткань на пол, сделать круг из 13 черных восковых свечей. Спица вам нужна. Длинная спица. Для вязания можете купить в этих магазинах. Дальше. Вам нужно это сделать, наверное, в частном доме. Поезжайте на дачу к подруге, если она знает, что вы должны провести. Но во время проведения она не должна видеть. Вы не должны рассказывать ничего. Она просто знает, что вы это сделали, и на этом все. Или снимайте дачу, потому что здесь нужно не только свечи, не только круг, не только спица. Здесь нужна курица. Курицу должны забить, убить сразу же. То есть перед ритуалом вот все подготовили, убить курицу, зарезать курицу, принести эту курицу, положить в круг. И вы должны встать босоногая, снять с себя все, украшения. Это старинный способ. Есть различные версии, древние, но мало кому известные.
Это мой ритуал. Но способ такой старинный. Свести болезнь на мертвую курицу. Остановить болезнь. Здесь вызывается дух Сиак. Сиак – это дух смерти, носитель смерти. То есть он тот, который дает болезнь, смертельную болезнь, и эта болезнь приводит человека к смерти. Итак, 13 свечей черных. Черная ткань. Становитесь босоногая. Курица, спица. Далее. Читайте один раз. После начинайте протыкать эту курицу 13 раз спицей. Просто вот протыкайте. Дальше. Снова прочитали, опять 13 раз протыкайте. И так 13 раз вы должны читать и 13 раз протыкать эту курицу. После чего эту курицу нужно закопать вне дома. Вынести и закопать. Да, это надо делать ночью. Попросите кого-нибудь быть с вами рядом и помочь вам провести этот ритуал. Примерно скажите, что вы должны делать. И после ничего не рассказывайте, что вы сделали, как вы сделали. Они могут молча просто рядом идти, вдалеке встать, пока вы будете закапывать эту курицу. Закапывать нужно подальше. Там, где люди не ходят и где эту курицу никто не найдет. Сделали ритуал, сели в машину, отвезла вас подруга куда-нибудь подальше от дома, закопали курицу, закрыли, вернулись обратно. Ничего с вами не будет. Духи оберегают людей, которые делают ритуалы. Никто никогда во время ритуалов никуда там на него не напали и не наткнулся на каких-то лихих людей. Закопали эту курицу, кинули 13 монет и просто молча ушли. Далее. Вот эти все свечи с материей, свечи должны догорать до огарков. С этой материей тоже собираете, уносите и оставляйте под деревом, без слов. Не рядом с курицей, это в другом месте. Итак, слова следующие. Сиак, 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 не мое, а мертвое тело жри, съедай, кровь, кости и черная болезнь и ее ростки. Переношу свою болезнь на мертвое тело. Сиак, 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 ешь и есть и ест, но не мою кровь и не мои кости, а тело мертвое. Свидетели мне 13 врата, 13 стражников и 13 сил. Именем 13 заклинаю. Моя болезнь с меня сошла. Тот, кто умер, тот себе забрал. 13 раз да будет заклято. Еще раз. Сказали это? Начинайте вот так вот протыкать эту курицу спицей. 13 раз. Еще раз. Сиак, сиак, сиак. Не мое, а мертвое тело. Жри, съедай. Кровь, кости и черная болезнь. И ее ростки. Переношу свою болезнь на мертвое тело. Сиак, сиак, сиак. Ешь и есть и ест. Но не мою кровь и не мои кости, а тело мертвое. Свидетели мне 13 врата, 13 стражников и 13 сил. Именем 13 заклинаю. Моя болезнь с меня сошла. Тот, кто умер, тот себе забрал. 13 раз да будет так. Да будет заклято, извиняюсь. И так начитали, опять протыкайте 13 раз. А после что делать, я вам объяснила. Когда все закончится, несколько дней вам будет не по себе. Плохо будете чувствовать, будет шатать. Это не страшно, оно уходит от вас. Да, забыла сказать. После того, как вы это сделали, 40 дней мясного
и яиц не есть. Совершенно, от слова совсем. Ни колбасу, ни сосиски, ничего. Если вы хотите спастись. Потому что как только съедите, все вернется на круги своя. Обнулится весь ритуал. Придется делать по новой. 40 дней мясного не есть. А до этого 6 дней не есть перед ритуалом. Это вас спасет, я вас уверяю. Вместе с врачами. Лечение не бросать. Еще раз повторяюсь, для особо умных. Потому что есть люди, у которых мозгов не хватает до конца выслушать. И они тут же бегут, а вот я вот вылечусь. Я говорю, вы до конца дослушали? Но я просто услышала, что там можно. Услышать недостаточно. До конца надо дослушать, чтобы понять, что говорит человек. Врачи должны лечить. Но этот ритуал вам поможет, чтобы лечение было эффективным, чтобы вы остались живы. Теперь меня поняли? Всем удачи и здоровья.